Because if that first introduction was not perfect, you're able to follow up with this person. Если вы впервые как-то неудачно представились, сделали неудачную самопрезентацию, будет следующий шаг и следующий контакт. The art of following up is understanding that when you're meeting a person right now, this does not need to be the last time you met them. So don't tell them everything. Искусство повторного контакта или следующего шага– это понимание того, что я сегодня познакомился с кем-то. Если что-то не получилось в этом разговоре, не беда, у нас будет следующий шаг, будут следующие повторные контакты. There is no need to speak to someone today for 30 minutes. Talk to them for 2-3 minutes. Feel if you like them or not and suggest to follow up next week. Поэтому нет необходимости говорить сразу с кем-то 30 минут. Почувствуйте человека, ощутите, подходите ли вы друг к другу, какие чувства, эмоции возникают. И за 2-3 минутки. И затем вы сможете еще раз встретиться и поговорить снова. Don't look to sign a contract today. Don't look for the person to become your client today. Нужно избавиться от ментальности «я сегодня познакомился с человеком, сразу подпишем контракт, он или она станет моим клиентом». Because everything people really want to know from you is what is your story? Потому что, по сути, те, кому мы представились или представили себя, хотят знать о нас сейчас только одно – нашу личную историю. And a good story takes a while to actually tell. You can't tell it all today. А для того, чтобы хорошо и качественно рассказать свою личную историю, на это уходит время. Невозможно сделать это сразу за несколько минут. And when you're starting to tell people your story, you need to think about all the other people they've just met. И когда мы рассказываем свою историю, нужно принимать во внимание всех тех, с кем он или она только что познакомились. So do you somehow stand out when speaking to them? И когда мы таким образом говорим с кем-то, выделяемся ли мы из толпы или вот тех, с кем он или она общались? If you speak to them for longer, it's not going to make a difference. Если я буду говорить дольше, чем остальные, это не будет иметь какого-либо эффекта. When someone asks you, what do you say? Когда вас спрашивают, скажите, пожалуйста, а чем вы занимаетесь, где вы работаете, как вы обычно отвечаете на этот вопрос? And this is something I would highly recommend you write down and you take home to do today. И я рекомендую настоятельно записать это в качестве домашнего задания и отработать это уже сегодня. If I ask you today or tomorrow what you do, I need you to have written 5 different answers for that. Если сегодня или завтра я спрошу вас, скажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь, я хочу, чтобы у вас было где-то записано 5 вариантов ответа на этот вопрос. 5 completely different answers that you can try out on people. 5 совершенно разных ответов, которые вы можете опробовать в реальных ситуациях общения. Stop telling people, you're a businessman. Перестаньте говорить, я бизнесмен, I'm a consultant. я консультант, You're a coach. я коуч, You're a manager. а я менеджер. Start telling people something that's a little bit more inspirational. Начните говорить что-то более вдохновляющее. Instead of saying, I'm an accountant, can you not say, I help people achieve financial freedom at the age of 35 to 40? Вместо «я бухгалтер», может быть, придумать что-то вроде «я помогаю людям достичь финансовой независимости, отслеживать свои денежные потоки, достигать целей». Or, I help people understand how much money they have in the bank account at the end of the month. Или «я помогаю людям понимать, сколько денег у них остается на банковском балансе по завершению каждого месяца». Instead of saying, I'm a consultant or a coach, can you not tell people that I help people set up new life or business strategies in order to achieve more happiness? Вместо «я коуч» или консультант, почему бы не сказать «я помогаю людям разработать, достигать новые стратегии в бизнесе и личной жизни, получать желаемые результаты». Is your answer exactly the same thing that the last 10 people in front of you said? Или ваш ответ шаблонный – это ровно то, что сказали 10 или 15 человек до вас. Please think about how do you stand out? Why are you different? Пожалуйста, задумайтесь над тем, как и чем вы выделяетесь. And this always comes down to how you can help people, and it comes down to are you complimenting them in your head when they're talking to you? Это сводится к тому, как и чем мы можем помочь людям, и какие комплименты мы можем делать, и вербально, и невербально. Think about it when you speak to someone and you're just standing in front of them listening to them. Вот представим, что мы с кем-то говорим. Мы что-то говорим этому человеку, он или она стоит перед нами. What kind of face do you have? Каково наше выражение лица в этот момент? Are they happy to look at you and talk to you? Приятно ли смотреть на нас? Приятно ли общаться с нами? Are they happy to follow up with you again because they like that you smiled at them and you're actually listening and paying attention? Возникает ли желание встретиться еще раз, поговорить, потому что было приятно смотреть на вас, видеть ваш рапорт, вашу улыбку, ваше внимание? I'm not going to get political on you, don't worry. А сейчас я не буду влезать ни в какую политику, не переживайте. But I don't want you to look like this all the time. Но я хочу, чтобы вы
Не хочу, чтобы вы выглядели вот так всегда. I want you to learn how to smile at people just a little bit because the people in this room are good quality people. Хочу, чтобы вы хотя бы немножечко улыбались, потому что все, кто находится здесь сегодня, это люди, если можно так выразиться, высокого качества. I'm not asking you to smile at people in the metro or when you're standing in a пробка. Я, конечно, не прошу улыбаться где-нибудь в пробке, в машине или в метро, там смотреть на всех. I'm asking you to learn how to give positive reactions to people who are good quality people around you like today. Я прошу вас научиться вызывать позитивный отклик или реакцию у тех, с кем мы общаемся. Мы все очень и очень хорошие люди. Now, let's get into some more technical stuff right now to make sure that you have a couple more notes to write down before you leave. Сейчас еще немножечко такого технического материала, что-то под запись для того, чтобы у вас было реальное содержание, с которым вы можете поработать. Now, today I cannot completely change how you are, but I can maybe offer you to change a couple of your habits. Конечно, сегодня я не могу полностью выдать такую программу изменения себя, но могу сказать о паре вещей, которые поможет изменить привычки. Changing habits when it comes to networking is quite challenging, and it takes at least 3 months if you actually practice every day. Конечно, изменение привычек в нетворкинге – это не просто, честно говоря. На это уходит какое-то время, минимум 3 месяца для того, чтобы войти в новую колею. First thing you could do when you meet people, have a mindset of how can I help you? Прежде всего, вот мы с кем-то знакомимся впервые. Необходимо иметь такую ментальность, как и чем я могу тебе помочь. I'm not asking you to say to them, how can I help you? I'm asking you to have a mindset of how can I help you, not what can I sell you. Я не говорю сейчас, чтобы говорить эти слова. Я говорю о том, чтобы думать таким образом, вместо того, чтобы размышлять, как и что я могу этому человеку продать. What added value can I offer you right now so that you remember me or that you want to exchange business cards with me now? Какую добавленную стоимость я могу предложить этому человеку для того, чтобы произошел обмен визитками или желание выйти на связь еще раз? Think about it this way. Давайте представим это себе так. When you meet someone the first time Мы знакомимся с кем-то. and you start talking, in the first 1 minute you understand that probably you will not do business together this year. Проходит минута разговора, и вы понимаете где-то внутри, что, наверное, в этом году у нас не сложится никакого бизнеса. Я не вижу никаких зацепок. Do you like them just this much? Но вам нравится этот ваш новый человек, ваш новый знакомый, хотя бы вот настолечко? Like they look professional, they don't stink, they sound pretty good. Ну, хоть какая-то симпатия есть, человек выглядит профессионально, нет неприятного запаха, все хорошо. Why would you not want to connect with them? And maybe in 3 to 5 years, they will be in a position where will be very, very useful to you. Почему бы сейчас не установить добрый контакт? Может, пройдет 3 года или 5 лет, и этот человек окажется в том положении, в той ситуации, где он или она смогут быть для вас полезными. I believe in gathering connections in my life and thinking long term. Because when I gather people, they go into my воронка, and slowly, 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 they become someone special for me. Считаю, что очень важно собирать или коллекционировать людей в такую свою сеть, потому что это те люди, которые будут проходить через мою воронку нетворкинга, и кто-то из них станет достаточно близким для меня и важным человеком. People are always telling me, Gil, I don't focus on quantity. I focus on a few quality people that I went to university with, and they are my real good connections. Кто-то может возразить: Гил, ну понимаешь, я гонюсь не за количеством, а за качеством. У меня есть университетские друзья или со школы, нас немного, но мы очень близки, и все в таком роде. But the problem is that you don't actually have a choice not to have them as the only connections. You don't currently have a воронка which brings you new connections into your life that could become as strong as these connections. Но проблема в том, что в этой ситуации у вас нет выбора. Это ваши друзья, от них никуда не деться. Но при этом нет притока новых людей вот в эту воображаемую воронку нетворкинга. Потом из этого общего потока могут появиться люди, которые будут для вас столько же значимы и настолько же близки, как те старые добрые друзья. The how can I help you mindset builds long-lasting relationships. Я хочу, чтобы наш ментальный настрой был ориентирован на построение долгосрочных отношений.